Здравствуйте, дорогие друзья, любители текстиля. Сегодня мы продолжим цикл передач о шелке. И сегодня поговорим о том, как этот шелк получают. Шелковые ткани, известные уже на протяжении 5000 лет, пришли к нам из Китая, о чем вы можете посмотреть в моем предыдущем выпуске об истории шелка. К шелковой промышленности в Советском Союзе и сейчас традиционно относятся предприятия, выпускающие ткани из натурального шелка и из химических нитей. Поэтому, если вы видите шелковый комбинат, это абсолютно не значит, что там перерабатывается натуральный шелк. 98% таких предприятий перерабатывают химические волокна. Это, кстати, повод вводить в заблуждение доверчивых продавцов, доверчивых покупателей, когда продавец говорит, это ткань из чистого шелка, да? Это шелковая ткань. Хотя на самом деле там может быть вискоза или полиэфирная нить, никакого отношения к шелку не имеющая. Шелк пришел к нам из Китая и своим появлением обязан маленькой бабочке, которая называется тутовый шелкопряд. За счет уникальных свойств шелк имеет красивый блеск, гладкость, легкость. Почему люди любят блестящие ткани, это уже вопрос больше не к текстилю, это вопрос к философам. Почему любят золото, почему любят ткань, почему вообще человек любит все блестящее. Если у вас есть версия на этот счет, обязательно напишите в своих комментариях. Вот так вот выглядит эта бабочка, по латыни называется бамбикс мори. Она небольшая, размер ее крыльев где-то от 4 до 6 сантиметров. И даже рта у этой бабочки нету. Это называется афагия в природе, когда бабочка питается питательными веществами, заложенными в ней еще на стадии гусеницы. Эти бабочки были одомашнены китайцами много тысяч лет назад. На сегодняшний день у нее не только нет рта, она даже не умеет летать. Существуют и другие бабочки, которые могут давать шелковую нить, дубовый шелкопряд и другие, но промышленное значение имеет именно вот эта бабочка тутового шелкопряда. Существует и дикая версия таких бабочек, до сих пор они распространены в некоторых районах Китая. Ну а промышленное шелкопредение, шелкоткачество сейчас сосредоточено в таких странах, как Китай, Индия, Таиланд и Бразилия. Они больше всего производят шелка в современной промышленности. Итак, давайте разберемся, как же получается этот шелк. Итак, бабочка, появившись из куколки, растет и, достигнув своего необходимого возраста, по запаху феромонов самец находит самку, происходит спаривание, и после этого спаривания бабочка, самочка откладывает от 500 до 700 маленьких яиц размером с маковое зернышко, откладывает их на листья тутового дерева. Затем, через какое-то время из этих яиц вылупляются гусеницы. Если же мы говорим о промышленном разведении тутового шелкопряда, то эти яйца собирают, хранят их до весны при температуре порядка 4-6 градусов, затем температуру повышают до 25 градусов примерно, 22-23, и после 20 дней инкубации из яиц появляются гусеницы. Это маленькая бурая гусеница, которая начинает очень быстро расти. Питаются эти гусеницы листьями шелковицы или тутового дерева, которое очень распространено и в Средней Азии, и в Китае, и даже у нас в Украине, в Крыму и в южных областях России. Может быть, многие из вас видели на юге вот такие вот вкусные кисло-сладкие ягоды шелковицы. Вот это и есть тутовое дерево или шелковица. Из 25 грамм яиц выходит до 40 тысяч гусениц, которые за свою жизнь съедают, представьте, 1,5 тонны листьев и образуют всего лишь 50 килограмм коконов. Можно ли заставить гусеницу есть другие листья, не тутового дерева? Можно. Даже в Беларуси существовало опытное хозяйство, где разводили дубовых шелкопрядов. Также их можно накормить и листьями березы, акации, ну и другими. Но хороший шелк, тонкий шелк
прочный шелк, длинная шелковая нить получается только при питании этих гусениц листьями тутового дерева. Как, кстати, они определяют тутовое дерево? Дело в том, что листья шелковицы в небольших количествах выделяют химическое вещество, которое называется цисжасмон. А оно обладает очень ярким запахом жасмина. И вкусовые рецепторы гусениц возбуждаются от этого запаха, и они непроизвольно, как рокфор на сыр, ползут к этим листикам и начинают, соответственно, их поедать. Растут эти гусеницы в огромных пропорциях. С роста всего 3 мм они достигают длины 8,5 и даже 9 см. А вес их изначально 4 десятитысячные грамма, к концу их жизни достигает 5 грамм. То есть они вырастают в 10 тысяч раз. За свою жизнь одна гусеница съедает до 5 килограмм листьев. Представляете? Какие должны быть ресурсы вот этих деревьев для того, чтобы накормить эту гусеницу. В результате около 40% массы гусеницы составляет шелкоотделительная железа, в которой накапливаются белки. В ее организме совершается белковый обмен. Белки, содержащиеся в листьях тутового дерева, распадаются на аминокислоты. В организме гусеницы происходит синтез аминокислот и перестройка молекул. И в результате образуются два высокомолекулярных вещества – фиброин и шелковый клей серицин. Два белка – фиброин и серицин. Затем, когда гусеница заканчивает вот этот период насыщения организма белками, происходит самый главный, сакральный момент в жизни гусеницы. Она готовится к тому, что в буддизме называется реинкарнацией. Она готовится перейти в новую стадию. Гусеница готовится стать бабочкой. В этот момент гусеница становится очень беспокойной, она нервно трясет головой. А в это время в хозяйствах сиздревле повелось, что нужно вести себя очень тихо, тихо разговаривать, чтобы не нервировать гусеницу, чтобы получился хороший шелк. Все разговаривают тихо, не шумят. Гусеница готовится стать бабочкой. В этот момент гусеницы переползают на коконник, это какой-то пучок веток или травы, и начинают завивать кокон. В промышленности, в производстве это происходит на таких ярусных стеллажах, разбитые на отдельные ячейки, куда укладываются веточки, и гусеница на этой веточке начинает вить кокон, завивать его. Называются эти ярусы червоводнями. Взрослые гусеницы не питаются 2-3 дня, завивают кокон. Из железы гусеницы выходят 2 нити фиброиновые, которые склеиваются серициновой нитью, и на воздухе эта нить очень быстро застывает, превращаясь в шелковую нить. Эта нить очень длинная и достигает длины от 500 до 1,5 километров. Если хорошие шелковые нити, представляете, какая длина? 1,5 километра из одного кокона. Вот так вот выглядят эти червоводни, на которых окукливаются гусеницы и превращаются в куколку. Шелковая нить вырабатывается парными железами, которые находятся в теле гусеницы. А в голове у нее нечто вроде прядельного аппарата или фильеры, которые находятся, эти фильеры, в нижней губе, и откуда и выходят эти 2 нити через специальные протоки. Значит, сначала гусеница сплетает тонкую сеточку вокруг себя, а затем начинает обматывать себя этой коконной нитью. Так происходит 3 или 4 дня, и через 4 дня после начала завивки гусеница превращается в куколку. Через какое-то время у куколки, которая находится внутри кокона, вырастают крылья, и она должна превратиться в бабочку. Чтобы куколка превратилась в бабочку, она должна прогрызть кокон, смачивает его специальным составом в одном из полюсов кокона и вылезти наружу. Но так произойти, к сожалению, не может. Нельзя допустить, чтобы бабочка прогрызла кокон, потому что иначе кокон будет испорчен.
вот такой кокон, который прогрызла бабочка, размотать уже практически невозможно. Все, это бракованный кокон. Поэтому их нужно вовремя умертвить, убить, заморить, чтобы кокон можно было размотать. Вот этот процесс реинкарнации человек, к сожалению, для бабочек прерывает. Такой кокон весит около 2 грамм, а шелковая оболочка составляет всего 20-25% от массы, остальную массу составляет сама бабочка или куколка, находящаяся внутри. После этого происходит сбор коконов. Вот здесь на фотографии мы видим одно из узбекских хозяйств. Это такой очень важный момент в жизни любой общины, которая занимается выращиванием шелка. Неважно, это деревня, это город, это какое-то фермерское хозяйство или это промышленное предприятие. Это главный момент такой, знаете, harvest, праздник урожая, когда вот все труды, которые были вложены в это кормление гусениц и прочее, они вознаградили себя, и люди собирают урожай, состоящих из белоснежных коконов. На этот праздник собираются целыми деревнями, старшее поколение обучает молодежь, как собирать коконы. Здесь на фотографии мы видим одно из узбекских хозяйств, где как раз вот с этих веток, где находятся коконы, происходит их сбор. Для того, чтобы получить вот такое вот шелковое кимоно, необходимо 5000 коконов. Вот почему шелковые ткани всегда были дорогими. Во-первых, очень много ручного труда. Во-вторых, очень много работы нужно для того, чтобы получить несколько метров шелковой ткани. Для того, чтобы получить 1 килограмм шелкового волокна, гусеницам нужно съесть листву почти 10 тутовых деревьев. Представляете масштабы этих производств. Итак, собрали коконы шелка. Что же дальше? Как дальше происходит по технологическому процессу? После этого в специальных морилках происходит замаривание бабочек. Это машина, куда загружаются коконы и по транспортеру медленно проходят через машину, обдуваясь горячим воздухом при температуре порядка 70 градусов. Этого достаточно для того, чтобы заморить куколку внутри кокона, она умерла. После того, как коконы прошли через эту машину, у нас теперь есть кокон, внутри которого находится мертвая куколка. Существуют, кстати, и другие технологии, более гуманные, по мнению современных экологов, когда бабочек не убивают. Бабочкам дают спокойно развиться, вылезти через кокон, прогрызя его, и только после этого коконы разматывают. Но размотать его, так как я вам говорил, его невозможно, но возможно этот кокон разволокнить, получить из него волокно. Из этого волокна можно сделать пряжу по традиционной технологии, как в хлопкопрядении, в шерсти или в льнопрядении. Об этом мы сделаем обязательно очередную передачу. Чтобы не пропустить ее, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, и тогда вы будете в курсе всех актуальных событий в мире текстиля. Но такая альтернативная технология также применяется. Вы не думайте, что прям вот всех бабочек убивают. Кроме того, им же нужно еще и размножаться. После того, как заморили бабочек, происходит теневая сушка коконов. В течение определенного времени они высушиваются. Это необходимо для технологии. Теперь начинается самая ответственная часть. Коконы необходимо размотать. На специальном оборудовании, которое представляет собой машины, в машинах находится корыто с теплой водой. В эту теплую воду погружают коконы. В теплой воде размягчается серицин, клей, который склеивает фиброиновые волокна. А значит, их становится возможным размотать. Разматывают одновременно 5, 20, 30, любое количество нитей. Как вы понимаете, чем меньше мы коконов разматываем в одну нить, тем более тонкое получается волокно, тем более тонкая получается шелковая нить, которая называется шелк-сырец. Шелковая нить очень тоненькая. И, конечно же, кончик нити с кокона найти чрезвычайно тяжело. Поэтому, посмотрите, у работника есть такая вот метелочка, и с помощью этой метелочки он профессионально снимает верхние слои с кокона, чтобы найти кончик коконной нити. Затем он берет несколько нитей
за кончики, и начинается размотка коконов, которые разматываются и наматываются на катушку. Вот здесь на этом слайде мы видим, что размотка идет одновременно 3, 4, 5, 6, 7 коконов в одну нить. А вот так вот выглядит машина. Это корыто, коконы, которые еще не разматываются, и коконы, которые разматываются на катушку. Если кокон размотался полностью, работник берет следующий кокон, прикручивает нить к той нити, которая перематывается, и процесс возобновляется. Так как фиброиновые нити покрыты клеем серицином, то вот в этой нити, которая наматывается на упаковку, они склеиваются между собой таким образом, что различить, расклеить их практически невозможно. Эта нить выглядит как цельная, и называется такая нить шелк-сырец. Ну, вот здесь также мы видим машину на китайской фабрике, где происходит размотка коконов. Итак, получили шелк-сырец. В руках я держу моток шелка-сырца, и вот я вижу здесь одну нить, могу вытянуть отсюда. Но эта одна нить получена при перемотке нескольких коконов. Как правило, от 5 до 30. То есть вот так вот выглядит шелк-сырец. Он, в принципе, уже почти что готов к дальнейшей переработке. Но еще не совсем. Что же делают с ним дальше? Ну, во-первых, мы забыли про куколок. Что же с ними? Мы размотали кокон. Вот полностью его размотать не получается. В конце тоже остаются неразмотанные слои. Они идут тоже на дальнейшую переработку, как и верхние слои, которые снимаются с куколок. Из них потом делают шелковое волокно, а из шелкового волокна делают уже шелковую пряжу. Но внутри же куколки осталось, внутри кокона осталась куколка. Конечно же, их не выбрасывают. В традиционной китайской, тайской кухне они занимают свое почетное место. Они богаты белком, богаты протеином. И из них делают всякие вкусняшки, их жарят на гриле, из них делают чипсы. Входит в состав разных салатов, разных блюд. Ну, как вы знаете, китайцы едят практически все. Поэтому производство практически безотходное. Что дальше? Итак, размотали коконы, получили шелк-сырец. Он высушивается, а затем начинается процесс, который называется кручение шелка. Несколько таких шелковых нитей одиночных скручиваются вместе для того, чтобы увеличить прочность, компактность и получить необходимую линейную плотность нити, которая уже пойдет отсюда в ткацкое производство. Обратите внимание, тоже очень важный момент, хочу заметить, что шелк, по сути, это не пряжа. Я бы назвал это комплексной нитью натурального происхождения, потому что пряжа, она состоит из коротких волокон, соединенных скручиванием. Если хлопок, то это 30-35 мм, шерсть длиннее, лен чуть-чуть короче, но это короткие волокна. А здесь, представьте, каждая нить, 1000 метров, 1500 метров, больше, так как они соединяются. То есть, по сути, это нить бесконечной длины. Ворсинок тут нету. Вот почему изделия из шелка такие гладкие. Я специально сегодня надел шелковую рубашку, если вам будет видно вот этот вот шелковый такой благородный блеск, который ей присущ. То есть, никакой ворсистости у ткани из шелка быть не должно. После того, как шелк скрутили, происходит его отбеливание, затем сушка опять и крашение. Его красят в самые яркие, красивые цвета для того, чтобы получить и ткани разнообразных фактур, разнообразных расцветок. Например, в Индии из них делают бесконечное огромное количество сари, в которое одето все женское население Индии. Затем, после крошения, шелк опять необходимо перемотать в катушки, которые уже пойдут на производство ткани, в ткацкое производство. Это происходит тоже на специальных цехах, фабриках, где вот этот крашеный шелк после крошения разматывается на катушке. Вот, кстати, я на такой фабрике стою рядом с индийскими женщинами, которые целыми днями работают в шелковой промышленности. Видите, они одеты тоже в сари, может быть, не из шелка, зависит от их благосостояния, поскольку шелковые сари тоже могут носить только женщины обеспеченные. Теперь поговорим о свойствах и о строении шелкового волокна. Итак, мы выяснили, что шелк – это природное белковое волокно
состоящая из фиброина около 80% и серицина порядка 18-20%, которая способствует серицин склеиванию фибрил. Вот посмотрите, две фибрилы фиброина, и вот это вокруг них белый, это и есть серицин, который склеивает волокна между собой. Серицин и фиброин. Кроме того, в состав шелка входят и другие вещества в небольшом количестве. Это жиры, красящие, минеральные вещества, но они занимают совсем немного, всего несколько процентов. Ну давайте разберемся, почему же шелковые ткани блестят, за что их так полюбили, откуда этот блеск. А блеск этот вызван следующими факторами. Ну, во-первых, как я вам сказал, шелк это по сути нить, а не пряжа, значит нету ворса, нету ворсинок, которые рассеивают свет, за счет чего и получается блеск. Но есть и еще один фактор. Посмотрите, как выглядит сечение шелкового волокна. Это треугольник. Оно не круглое, не еще какое-то, а близко к треугольнику. За счет этого падающий солнечный свет также преломляет свои лучи таким образом, что мы видим вот этот вот красивый и благородный блеск. Два фактора. Сечение и отсутствие ворсинок. Еще одно очень важное свойство шелка – это его антибактериальные свойства, за что когда-то его полюбили, когда волокно начали перевозить по Великому шелковому пути. Шелковые изделия не поддерживают распространение бактерий, паразитов, вшей, блох, клопов и прочей гадости, которая кусала благородных патрициев в средние века. И чему они были несказанно рады, готовы были платить за это огромные деньги, чтобы вши не жили в их постельном белье или в их одежде. Действительно, миф это или на самом деле шелк имеет антибактериальные свойства? Клинически доказано, что да, шелк обладает антибактериальной активностью и, соответственно, может использоваться в медицине. Недаром шовные нити делали из шелка. Сейчас различные антибактериальные повязки, ожоговые повязки тоже в том числе можно делать из шелка для того, чтобы доставлять лекарственные средства в организм. Это связано с тем, что сам фиброин шелка проявляет антибактериальную активность в отношении как грамм-положительных, так и грамм-отрицательных бактерий. То есть вызывает ингибирование бактерий, подавление их активности. При добавлении других веществ до 82% подавляется активность этих бактерий. Это очень важно. Поговорим о других свойствах. Плотность шелка 1,37 мг на миллиметр кубический, что меньше, чем плотность хлопка. О чем это говорит нам? Что можно делать более легкие ткани из шелка, чем из хлопка. Толщина коконной нити очень тонкая, тоньше, чем все остальные известные волокна, составляет всего от 10 до 13 микрометров. Очень тонкая, тоньше даже шерстяных волокон. У хлопка она 10-15 микрометров длинного волокнистого, среднего волокнистого 10-15. Вот обратите внимание на фотографии шелковое и хлопковое волокно. Линейная плотность коконной нити соответствует линейной плотности хлопкового волокна 0,22-0,33 текс. Шелк-сырец, когда мы уже перемотали несколько нитей вместе, шелк-сырец линейной плотности от 1,5 до 5,5 текс. А хлопковое волокно, как видите, примерно такой же по толщине, как коконная нить 0,133-0,2 текса. Длина коконной нити до 1,5 километров. Очень длинная. Чаще всего 600-900 метров, потому что верхние слои снимаются с кокона и нижние слои уже не разматываются. Для хлопка длина всего лишь 25-40 мм. Разрывная нагрузка примерно одинаковая у хлопка и у шелка. Для шелка 27-31 сантиньютонов на текс, для хлопка 20-35 сантиньютонов на текс. Но прочность уже хлопчатобумажной пряжи всего лишь 8-16 сантиньютонов на текс. В 2 раза меньше, чем плотность волокна. Почему? Потому что пряжа состоит из коротких волокон. А для шелка, посмотрите, прочность нити и прочность коконной нити останется почти такой же, потому что нить состоит из волокон длинной, бесконечной длины. Как я вам сказал, по сути, это комплексная нить природного происхождения. Существует такой миф, что шелк прочнее стали. Давайте сравним. Возьмем шелк с разрывной нагрузкой 29 см на текс при толщине 12 микрометров и стальную проволоку разрывной нагрузки 17 см на текс при толщине 8 микрометров.
Некорректно сравнивать в сантиньютонах на текс волокна такого разного происхождения, разной толщины. Более корректная единица измерения будет сантиньютоны на миллиметры квадратные, то есть сантиньютоны на единицу площади. И если сравнить их таким образом, то мы видим, что этот показатель для шелка составит 62 300, а для стали 120 тысяч, то есть в 2 раза. Все-таки сталь прочнее, не будем мы уже так сталь сильно с вами обижать. Разрывное удлинение у хлопка порядка 16%, больше, чем у хлопка 8-10%. В мокром состоянии шелк теряет разрывную нагрузку до 20%, а хлопок, наоборот, упрочняется на 10%. Достоинством шелка является также то, что у него высокая доля обратимой деформации 60%, поэтому изделия из натурального шелка мало сминаемы. Также гигроскопичность у шелка достаточно высокая, 10-12%, больше, чем у хлопка, а это значит, что изделия из шелка не электризуются, не накапливают статический заряд электричества. Шелковые волокна обладают высокой химической стойкостью к кислотам, к щелочам и растворяются только в концентрированных щелочах. Ну, кстати, при кипячении, при нагревании шелка можно полностью растворить серицин и получить так называемый дегумированный шелк, но это уже будет тема нашей отдельной передачи. К недостаткам шелка относится к его невысокая термо- и светостойкость. Под действием прямых солнечных лучей он разрушается, и под действием высокой температуры, более 100 градусов, тоже через определенное время происходит разрушение этого волокна. Но, тем не менее, положительных свойств у шелка гораздо больше, чем свойств отрицательных. Спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписки, колокольчики. Всего хорошего. До новых встреч.